Дорогие партнеры, дорогие коллеги, всем добрый день. Сегодня у нас с вами 21 июня, самый длинный день в году, между прочим. Я рад вас приветствовать на сегодняшней встрече, и эта встреча у нас долгожданная, потому что мы достаточно долго ждали встречи с Анатолием Эдуардовичем, и сегодня этот день состоялся, с чем я нас всех искренне и поздравляю. Вижу, что у нас достаточно большая активность в чате, очень много стран, и это радует, дорогие партнеры. Прежде чем начнем, я бы хотел вас попросить поучаствовать в вопросе, который сейчас есть у вас на ваших экранах, чтобы вы сделали такую отметку, с каких стран вы присутствуете. Не здесь в чате, а вот опрос и тест, он у вас сейчас виден на центрально расположен на вашем экране. Окей? Нам это, коллеги, нужно для того, чтобы мы улучшали свою эффективность и видели динамику роста по нашим регионам, тем, кто участвует в наших прямых эфирах. Поэтому вы это можете сделать сейчас. Ну, в целом, тогда мы можем начинать нашу встречу. И давайте немного вводной части. Скажу о том, что... Так, секундочку, мне опрос почему-то мешает, и я его не могу у себя убрать. Вот так вот. Так получается лучше. Окей. Итак, друзья, в последних эфирах мы много говорили о масштабировании технологий струнного транспорта, говорили о новой финансовой архитектуре группы компаний GTI и о том, что сейчас ведется подготовка к выплатам вознаграждений для наших инвесторов и о том, какие создаются условия для дальнейшего роста в целом технологий струнного транспорта и группы компаний. При этом мы постоянно подчеркивали одну очень важную мысль. Все изменения, которые происходят сегодня внутри группы компаний, они имеют одну очень важную цель – ускорить реализацию коммерческих проектов и создать условия для перехода технологии в фазу массового внедрения, и это должно поспособствовать вознаграждению нам с вами, инвесторам технологии UST. И сегодня мы можем говорить уже не просто о планах, мы сегодня будем говорить о конкретном шаге, который уже состоялся. Принято решение о создании первой корпорации инфраструктурного логистического развития, корпорации, которая станет инициатором и заказчиком одного из крупнейших проектов в истории группы компаний. И сейчас речь идет о формировании инфраструктурного логистического коридора в Восточной Европе, а именно между столицами двух государств Минск и Москва. Анатолий Эдуардович, насколько я понимаю, это событие имеет гораздо большее значение, чем может показаться на первый взгляд. Это первый вопрос, который хотелось бы вам задать и получить на него ответ. Анатолий Эдуардович, да, я вас вижу. Всем добрый день. Как слышно, видно меня? Отлично, отлично. Да, я бы сказал, что многие пока недооценивают значение этого шага создания корпорации. Он, конечно же, неоднозначен, особенно при взгляде со стороны. Потому что на самом деле речь идет не просто о регистрации очередной компании. Речь идет о переходе к принципиально новой модели реализации адресных проектов. Принципиально новой. Много лет мы создавали технологии. Затем учились превращать технологию в адресные коммерческие проекты. Работали во многих странах в надежде, что нам закажут первые проекты. Но этого не произошло. Никто не хочет быть первым. Слишком большой риск для чиновников и для крупных инвесторов. Поэтому меняем саму логику выхода на первые проекты. Мы начинаем создавать структуры, которые смогут, никого не спрашивая, самостоятельно инициировать крупные инфраструктурные программы и обеспечивать их реализацию. Фактически появляется совершенно новый инструмент масштабирования. Здесь очень важно понять одну вещь. До настоящего момента мы в основном находились в логике поиска заказчика. Мы приходили к государствам, регионам, инвесторам, промышленным компаниям и предлагали им свои решения. Это правильная логика. Она никуда не исчезает. Как мы вот сейчас говорили о Непале, да?
Мы продолжим работать и так, но теперь появляется дополнительный механизм, очень важный механизм. Мы начинаем самостоятельно формировать крупные инфраструктурные проекты и создавать для них организационную основу. Именно для этого мною было принято решение о создании корпорации инфраструктурно-логистического развития. И этот механизм уже создан. 3 дня назад, 18 июня 2026 года, в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о государственной регистрации открытого акционерного общества корпорации инфраструктурно-логистического развития, или сокращенно ОАО «Корпорация инфраструктурно-логистического развития». Вот свидетельство о регистрации. Да, Максим? Анатолий Эдуардович, а почему именно Беларусь стала первой площадкой, именно в этой стране создана первая корпорация? Ну, на мой взгляд, ответ очевиден. Именно Беларусь стала территорией, на которой технология прошла путь своего становления, весь путь становления. Здесь расположены наши основные инженерные подразделения. Здесь находится экотехнопарк. Здесь была сформирована единственная в мире инженерная школа по струнным технологиям. Научная, проектная, конструкторская, производственная. Здесь были проведены все основные испытания по рельсострунным эстакадам и по подвижному составу. Здесь была создана испытательная база, и она, опять же, зарегистрирована государством, и, собственно, уникальное производство. Здесь впервые в мире создана нормативная база по UST. Здесь появился первый в мире коммерческий комплекс Unilight. И здесь уже сегодня строится комплекс UST для санатория Сосны. Фактически Беларусь стала местом, где была доказана жизнеспособность технологии UST. Именно здесь она была доказана. Причем доказана не в лаборатории, а в реальных условиях. Мы получили уникальный опыт. На месте бывшего танкового полигона был создан крупнейший в мире центр транспортно-инфраструктурных разработок. Без привлечения, крупнейший в мире. И, скорее всего, единственный в мире. Поэтому начинать следующий этап развития логично именно здесь. Мы прекрасно понимаем возможности Республики Беларусь. Мы понимаем нормативную среду. Мы понимаем партнера и государства. Мы понимаем скорость принятия решений. Поэтому Беларусь сегодня является наиболее подготовленной площадкой для запуска такого крупного проекта. Пора построить высокоскоростную струнную дорогу Минск-Москва, о чем я публично говорю, в том числе президенту Республики Беларусь, начиная с 1997 года, почти 30 лет назад я начал об этом говорить. Ее характеристики этого коридора и высокоскоростной магистрали впечатляют. Время в пути 1,5 часа, ну здесь 690 километров расстояния. Себестоимость проезда пассажира менее $10, в то время как купе на вагоне, а обычной железнодороги билет стоит порядка $100, а в вагоне СВ $250 билет стоит. Мы сэкономим на этом проекте инвесторам, и неважно, кто они, государство, инвестиционные структуры или частные лица, более $20 миллиардов. Вдумайтесь в эту цифру. Более $20 миллиардов только на строительстве. И еще миллиарды долларов ежегодно на эксплуатационных издержках, в том числе благодаря уникальной аэродинамике наших рельсовых автомобилей, юнимобилей. Анатолий Эдуардович, я правильно понимаю, что данный проект Минск-Москва, он не является единственным? Конечно же нет. Наоборот, я рассматриваю его как пилотный проект. Наша задача не построить один инфраструктурно-логистический коридор. Наша задача отработать механизм, создать структуру, создать нормативную базу, создать финансовую модель, после чего этот подход можно будет применять и в других странах. Сегодня мы уже ведем работу по ряду других направлений. Это Россия, Казахстан, Индия, Вьетнам, страны Ближнего Востока. И когда традиционная финансовая модель покажет свою эффективность, аналогичные корпорации могут появляться в других регионах мира. Сейчас я зачитаю выдержки устава корпорации, чтобы вы могли понять наши планы. Так, вот устав корпорации зарегистрирован государством. Здесь есть цели и предмет деятельности корпорации. Пункт 2.4. Преимущественными видами деятельности корпорации являются
создание на территории Республики Беларусь и за рубежом инфраструктурно-логистических коридоров, включающих междугородные высокоскоростные городские скоростные дороги эстакадного типа на базе рельсо-струнных решений, линейную урбанистику кластерного типа, в том числе линейные города, эко-биоэнергетику, в том числе реликтовую солнечную биоэнергетику, органическое земледелие на базе биоудобрений и иные дружественные живой природе и биосфере планеты инфраструктурные технологии. Так, пункт 2.4.2. Основными инфраструктурно-логистическими коридорами, реализуемым обществом, является коридор Запад-Восток, а именно Минск-Москва, Казань, Челябинск, Красноярск, Хабаровск, Владивосток, первым участком которого является коридор Минск-Москва. Инфраструктурно-логистические коридоры могут иметь продолжение и ответвление как по территории Республики Беларусь, так и другие страны. Ну, что еще важно отметить, наши инвесторы все предыдущие годы финансируют только струнные технологии ИСТИ. И что бы ни говорили мои недруги, их много. Инвесторам по остальным биосферным технологиям, по некоторым из них вот уже в течение почти 50 лет, был инженер мира Анатолий Юницкий. И он все-таки нашел вариант, как в знак благодарности за многолетние инвестиции в струнные технологии ИСТИ передать эти другие, созданные им в дружественной земной биосфере отразообразующие технологии, всем нашим инвесторам. А именно через корпорацию, основным учредителем которой стала компания GTI, то есть вы, наши инвесторы технологии ИСТИ. Поэтому корпорация на самом деле единственный вариант закрепить эту передачу технологий нашим инвесторам юридически. Ведь основным учредителем корпорации, как юридическое лицо, стала ЗАО «Струнные технологии», то есть GTI и все наши инвесторы. Я только что зачитал выдержки из устава корпорации. Отныне наши инвесторы будут получать вознаграждение не только от UST, в том числе от высокоскоростного UST, что многих волнует, но и от построенных линейных городов, от биоэнергетики, от заводов по выпуску биогумуса и тера, построенных в рамках корпорации. И, что очень важно, доход можно будет получать не только на стадии проектирования, но и на стадии строительства и эксплуатации объектов, что, в принципе, невозможно было осуществить в старой логике поиска сторонних заказчиков. Они бы это не разрешили. При этом мы ранее планировали зарабатывать только на стадии проектирования, то есть в разы меньше. Да, Максим. Давайте тогда поговорим более подробно о самом проекте, потому что многие наши инвесторы, возможно, когда слышат фразу «Минск-Москва», у них восприятие в рамках того, что это просто транспортная линия с точки А в точку Б, да, в данном случае вот две столицы соединить. Но, как мне кажется, и как я для себя это понимаю, речь идет о более сложной системе, гораздо сложной. Совершенно верно. И это очень важный момент. Мы говорим в данном случае не о маршруте, мы говорим о коридоре. А это принципиально разные вещи. Маршрут соединяет две точки А и Б. Коридор же формирует пространство развития, это совсем другое. Вдоль него появляются новые возможности. Транспорт становится только одной из составляющих, хоть и наиболее значимой. Вокруг него возникают логистические центры, производственные площадки, жилые территории, энергетические объекты, сервисная инфраструктура, агропромышленные проекты. По предварительным оценкам речь может идти о сотнях отдельных объектов различного назначения. Каждый из них способен существовать как самостоятельный проект, в рамках коридора. Но вместе они образуют единую систему. Именно поэтому мы говорим об инфраструктурно-логистическом коридоре. Андрей Эдуардович, давайте тогда попробуем объяснить данный проект, данное направление через цифры, потому что может складываться впечатление, что корпорация выглядит исключительно как организационное либо техническое решение. Нет, на самом деле речь идет о гораздо более серьезных вещах. Если говорить очень грубо, стоимость реализации коридора Минск-Москва исчисляется миллиардами долларов, где высокоскоростная струнная дорога будет стоить порядка 5 миллиардов долларов, и линейный экогород также порядка 5 миллиардов долларов.
Более точную стоимость можно будет назвать только после выполнения предпроектных работ и технико-экономического обоснования проекта, к которому мы уже в настоящее время приступили. Любой проект, в том числе инфраструктура, начинается не со строительства, как многие думают, а с проектирования. И объем таких работ может быть сопоставим с тем объемом финансирования, который группа компаний привлекла на протяжении 11 лет для создания самой технологии. Вот в рамках коридора эта сумма, которая уйдет на проектно-изыскательские работы и на другие работы, связанные с проектированием, сумма может быть достигать величины $500 миллионов. Это, наверное, даже больше, чем мы привлекли инвестиций вот на создание технологий. То есть впервые у нас появляется возможность загрузить наш многочисленный инженерный комплекс не на месяцы, не на отдельные случайные небольшие проекты, а на годы вперед, причем стабильно. И это принципиально новая ситуация. А что это означает для самой группы компаний GTI? Ну, это меняет, во-первых, всю экономику развития. Сегодня главным активом группы компаний «Жития» является ее компетенция. Вот что главное. Ни здания, ни сооружения, ни опоры, ни струны. Это инженеры, конструкторы, проектировщики, дизайнеры, расчетчики, технологи, научные и маркетинговые коллективы. Мы создавали этот потенциал более 10 лет, потратили на это более $100 миллионов. И теперь возникает задача обеспечить его максимальную загрузку. Мы ведь не можем уволить инженеров, потому что для них нет работы. Сегодня уволили, завтра взяли на работу. Так не получится. Мы их не соберем, если уволим обратно через 10 лет. Если опираться только на небольшие адресные проекты, как мы пытались сделать это ранее, нам необходимо ежегодно запускать десятки, если не сотни проектов стоимостью по 20-50 миллионов долларов каждый. Это нереально. Даже 100 проектов стоимостью по 50 миллионов долларов не закроет по своему масштабу один инфраструктурно-логистический коридор Минск-Москва общей стоимостью порядка 10 миллиардов долларов. Конечно, теоретически это возможно, практически же нет. Это потребует огромных организационных усилий, создания сотни компаний в десятках стран. Необходимо будет обеспечить их разношерстными кадрами на разных континентах планеты, которые говорят на разных языках, причем находятся в разных социальных средах. А еще зафинансировать эту сотню компаний. А стартовых денег у нас нет. И, судя по всему, не будет. Крупный же инфраструктурный проект создает совершенно другую организационную ситуацию. Он формирует единый, рассчитан на многие годы, многолетний объем инженерных, проектных, научно-исследовательских и проконструкторских работ. И все эти работы будут выполнять один коллектив из одного офиса, который уже есть, его не нужно искать. Причем все сотрудники будут говорить на одном, общем для всех наших специалистов русском языке. В стране, где мы успешно работаем, вот уже более 11 лет. По сути, создается крупный миллиардный рынок для собственных компетенций, где мы сами, а не чиновники или олигархи, являемся заказчиками. И это позволяет упаковать технологию в адресные проекты гораздо быстрее. Иногда на порядке. Вместо многих лет можно уложиться в месяцы. Анатолий Эдуардович, то есть если вот так вот резюмировать, то в целом речь идет не только о конкретном строительстве. Ну, конечно, именно здесь многие совершают ошибку, логическую ошибку. Когда люди слышат слово «проект», они обычно представляют себе конечный объект. Но перед строительством существует огромный объем работ. Технико-экономическое обоснование, научные исследования, проектирование, инженерные изыскания, проектно-конструкторская документация, авторский надзор, продажа лицензий, специальные работы, которые мы не доверим никому, пусконаладочные работы, сертификация, эксплуатация объекта. И все это требует участия наших специалистов и оплаты их труда, естественно. То есть даже подготовительная стадия таких проектов формирует колоссальный объем работ, заказов и соответствующее финансирование. То есть мы закроем все операционные затраты группы компаний на многие годы вперед. Тогда вся прибыль, полученная от деятельности группы компаний, в том числе корпораций, и не в первую очередь корпораций, начиная с текущего 2026 года, пойдет на вот это вознаграждение, о чем я говорил ранее неоднократно. А дальше запускаются уже сами объекты, и каждый из них становится самостоятельным источником дохода на десятилетия вперед.
Анатолий Эдуардович, наши многие инвесторы привыкли воспринимать транспорт как главный продукт группы компаний. Ну, в принципе, на это многие наши инвесторы и приходились, начиная там с 2014 года. Но вы сейчас говорите о большом количестве дополнительных направлений. Так ли это? И если эти направления есть, то давайте их перечислим. Да, потому что экономика инфраструктуры устроена именно так. Транспорт очень редко является единственным источником дохода. Наоборот, чаще всего он становится основой для появления других видов деятельности. Вспомним строительство железных дорог в XIX веке. Вспомним автомобилизацию в 20 веке, строительство автобанов и заводов по выпуску автомобилей. Мы рассматриваем развитие. Кстати, одноэтажная Америка, она тоже вокруг, это же автомобильная дорога. Я работаю в городе, а живу за городом. Сел на автомобиль, приехал на работу или уехал обратно. Это все вокруг дорог. Мы рассматриваем развитие жилых кластеров, логистических узлов, агропромышленных комплексов, производства органического питания, энергетических решений, локальных и городских транспортных систем. Например, внутри кластера будут работать комплексы городского транспорта, связывающие кластеры друг с другом, а также отдельные территории со станциями высокоскоростной магистрали, которые будут проходить рядом. Это только один из примеров. На самом деле количество возможных проектов внутри транспортно-логистических коридоров очень велико. В коридоре Минск-Москва со временем появится порядка 300 жилых, производственных, научных, образовательных, туристических, агротехнических и иных кластеров с расстоянием друг от друга 2-3 километра. По сути, это 300 малых городских проектов, из-за которых мы сейчас бегаем по всему миру, по десяткам стран и уговариваем власти, президентов, министров, губернаторов, мэров, сэров и пэров заказать нам хотя бы один подобный проект с городской струнной системой протяженностью 2-3 километра. Мы больше тратим сегодня времени и денег на поиск этих проектов, чем зарабатываем на них. Все эти 300 проектов корпорация закажет за основной технологии. Не в один, конечно, год. Может, в течение 5 или 10 лет. То есть это стабильность во времени заказов. А если же взять более длинный коридор Москва-Владивосток, то таких малых проектов здесь будет на порядок больше, несколько тысяч. Анатолий Эдуардович, Да. а какое место в этой модели занимаем мы, как инвесторы в холдинговую компанию GTI? Ну, очень важное место, безусловно. Мы понимаем, что многие годы инвесторы участвовали прежде всего в развитии самой технологии VST. Сегодня же возникает возможность перехода к следующему этапу. К участию в проектах практической реализации не только технологий VST, но и сопутствующих технологий, я их называл. Сейчас мы прорабатываем различные юридические и организационные механизмы. Наша задача сделать участие инвесторов максимально прозрачным, законным и понятным. Мы хотим, чтобы наши инвесторы, как старые, так и новые, могли участвовать не только в истории создания этой отраслевой технологии, но и в экономике ее масштабного адресного внедрения. Анатолий Эдуардович, вот сейчас складывается такое ощущение, впечатление, что у нас появляется новый актив. Но не приведет ли это к тому, что вся ценность начнет концентрироваться уже внутри корпорации, а не в группе компаний GTI? Да, это очень важный вопрос. Как раз все наоборот. Корпорация создается именно для того, чтобы превращать технологические компетенции жития в реальный проект. Она становится заказчиком работ, потребителем технологий, потребителем проектирования, потребителем инженерных решений, но не владельцем технологии STI. Ею по-прежнему будет владеть группа компаний GTI. Нужно также помнить, что корпорация входит в группу компаний GTI. Ее же учредителем является замкнутые технологии, то есть мы, инвесторы. То есть, чем успешнее будет развиваться корпорация, тем больше работы и заказов получит группа компаний. Фактически корпорация станет главным механизмом коммерциализации технологий GTI. Механизмом, который мы создали и которым мы сами управляем, а не кто-то, не дядя, мы сами, понимаете? Именно поэтому мы сейчас отдельно прорабатываем вопрос участия инвесторов в GTI в деятельность корпорации и распределения создаваемой ею экономической ценности.
Анатолий Эдуардович, а вот в недалекой перспективе рассматривается ли открытая подписка на акции корпорации, либо возможность какого-то участия в этом процессе с точки зрения инвестиций? Да, безусловно. Мы, во-первых, все инвесторы участвуем как владельцы технологий через заустовную технологию, которая стала учредителем корпорации. Ну, уже так, по умолчанию получается. Да, так это само собой. То есть то, чего мы хотели, добивались, и со стороны заказчиков это было бы сложно, потому что они не хотят платить за лицензии, они не хотят передавать нам, допустим, эксплуатацию, они не хотят, что мы выполняли какие-то работы, хотят все делать сами. Ну, это естественно, и хотят сами зарабатывать. А здесь другая история. То есть мы по умолчанию уже владеем корпорацией, потому что стали соучредителями, основными учредителями. А что касается акций, то примерно через месяц, через два, а возможно и быстрее, акции корпорации будут выставлены на продажу. То есть вполне легально, это через биржи, есть другие механизмы по закрытой подписке, по открытой подписке, потому что это открытое акционерное общество. Вот мы, например, в России, я сначала планировал создать корпорацию в России, но там нельзя создавать открытое акционерное общество, там надо создавать сначала просто акционерное общество, который не может выставлять акции на продажу, только по закрытой подписке, иначе просто тюрьма для тех, кто это будет делать. А только потом, через несколько лет, можно создать ПАО, публичную акционерную компанию. А в Беларуси можно создать сразу открытое акционерное общество. Это аналог ПАО в России, где можно продавать легально акции. Ну, там есть оформление через Минфин, через Центральный банк, есть определенные процедуры, их надо пройти, и они достаточно там легко проходятся, без проблем мы это сделаем. И важно еще подчеркнуть следующее, что сегодня пока никакие акции еще не предлагаются, вот именно сегодня. Работа только начинается, мы же только вот создали несколько дней назад корпорацию. 3 дня. Однако сама структура создается именно с расчетом на открытый формат развития, чтобы приходили инвесторы со всего мира, в том числе из Беларуси и России, где проживает почти 150 миллионов человек. Если даже каждый взрослый житель союзного государства станет инвестором на $100, то только эти инвесторы закроют этот проект Москва-Минск. Мы понимаем, что для реализации крупных инфраструктурных программ потребуется привлекать серьезный капитал. Это миллиарды долларов. Здесь очень важно иметь понятный инвестиционный инструмент. Корпорация как раз и создает такую возможность. Причем речь идет не только о крупных институциональных инвесторах. Ведь на первых этапах реализации инфраструктурных проектов нужен значительно меньший объем инвестиций. Это десятки и сотни миллионов долларов, с чем вполне справиться на первых этапах и краудинвестинг. Мы уже видим интерес со стороны крупных участников рынка, крупных инвесторов и инвестиционных структур, которые готовы рассматривать участие в проектах такого масштаба. Но для этого им нужен понятный механизм не только входа, но и выхода из проекта. Акционерная модель как раз и позволяет его создать. Я хочу здесь привести пример, которым ты сталкивался, Максим. Мы в свое время выходили на крупно, ну это еще были, наверное, 19 год, на крупного инвестора из Украины, олигарх. У него было на тот момент 8 миллиардов долларов. И он говорил мне, что я могу 100 миллионов долларов вложить, и 200, и 300, и 500, да и миллиард долларов. Это для меня не проблема. Как я выйду из проекта? Его только этот вопрос волновал. А как он может выйти из проекта, если доли не продаются на рынке? Да? Есть акционерный капитал. Он может просто зайти сейчас, вложив определенную сумму, а выйти через там, полгода-год, когда будет цена акции другой, и вернуть не только вложенные деньги, но еще на этом заработать. То есть здесь видна схема выхода из проекта, причем легально. Да, да, Максим? Анатолий Эдуардович, если подводить итог сегодняшнего разговора, то можно констатировать факт, что все мы становимся свидетелями начала нового этапа развития группы компании GTI, ее стратегии и внедрения этих планов в реальность. Ну, я бы сказал, не только свидетелями, но и участниками. И это не обязательно активными, это можно и пассивным быть участниками. Но раз мы соучредители, так значит, в любом случае мы участвуем в этом. И поэтому я сформулировал бы суть происходящего очень просто. Много лет мы создавали технологии. Очень много лет. Больше 10. Потом искали проекты.
Тоже больше 10 лет ищем проект. Теперь мы сами начинаем создавать инфраструктуру для массового внедрения этих проектов. Причем их количество выше, в разы, на порядки. Где мы сами станем заказчиками и исполнителями. Это как сам себе заказал дом и сам себе построил. И, соответственно, и качество дома будет другим, и время постройки, и затраты будут меньше. То, что сам на себе же не будешь зарабатывать. Да? И при этом мы станем эксплуатантами этих проектов, а не только заказчиками и исполнителями. То есть группа компаний станет зарабатывать на проектировании, что очень важно, на строительстве и на эксплуатации инфраструктурных проектов стоимостью в миллиарды долларов. И первая корпорация инфраструктурного логистического развития – это один из первых практических шагов на этом пути. И самое важное заключается в том, что сегодня начинает формироваться система, способна самостоятельно запускать крупные инфраструктурные программы. А это уже совершенно другой масштаб возможностей. И я уверен, что в ближайшие годы мы увидим результаты этого подхода на практике. Да Поэтому, будет в так, принципе, Антон я Эдуардович. вкратце рассказал все, что хотел сказать. Надеюсь, меня услышали инвесторы и поняли. Потому что я думаю, что у некоторых там некие волнения, а на самом деле не напрасно, наоборот. Наоборот. Абсолютно. То, что вы сегодня сказали, Анатолий Эдуардович, это колоссальный шаг вперед, и для всех нас это долгожданный результат, потому что мы с вами об этом начали говорить еще в начале текущего года, и сегодня вот такая тоже символическая дата, самый длинный день в году, день солнцестояния и так И далее. То самая есть короткая ночь, кстати. самая короткая Самая... ночь. Да, поэтому все очень символично, и я от лица всех инвесторов, от себя лично вас поздравляю с этим достижением и уверен, Анатолий Эдуардович, что это первая корпорация, а впереди еще будет география расширяться, и это направление будет Безусловно. только масштабироваться. Поэтому я Как только искренне... мы отработаем все механизмы, мы пойдем по этому пути. Конечно, раньше времени не надо это делать, иначе сложно будет сразу вести работу в разных Конечно, странах, в нужно разных направлениях. отработать. Конечно. Тем более, что коридор Минск, Москва и Владивосток – это же, по сути, аналог Великого Шелкового пути, только более крупный, более эффективный, более доходный. Это очень серьезный проект. Это суперсерьезный проект, понимаете? И аналога в истории не знают таких проектов. Не знают. Все остальные более мелкие. Неважно, строительство железных дорог. Их строили тысячи, а вот таких крупных проектов не было. Был только вот Транссибирская магистраль, которую власти отклоняли 20 лет. И 18 раз отклоняло правительство на предложение выдающихся людей России, ну, царской России, построить Транссибирскую магистраль. Какие аргументы были, в том числе правительство России? Нам железная дорога не нужна. Нам нужно развивать гужевой транспорт в европейской части страны. Это был аргумент. Нам не нужна железная дорога. Нам нужно развивать гужевой транспорт. Какие аргументы сейчас звучат сейчас против вот того проекта, о котором я сказал? Примерно то же самое. Нам не нужна струнная дорога. Нам нужно развивать железные дороги в европейской части страны. Но они более дорогие, они менее экономичные, они менее безопасные, они менее экологичные. Себестоимость проезда у них намного больше, они потребляют больше энергии и так далее, и так далее. И единственный какой выход? Сделать это самим. Потому что нам никто не помешает. Помешать могут только мы сами, инвесторы, если не заинвестируем. Но здесь могут прийти и крупные игроки, для которых миллиардные проекты это для нас они крупные деньги, для них это не очень крупные деньги. Поэтому я не вижу проблем сделать вот эти коридоры, построить. Главное, самим не бояться. И я этого преодолел планку. Хотя я слышу до сих пор, зачем, почему, нам же помешают, а где гарантии? Да гарантии нет ни в чем. Но если не будем делать, то мы и не сделаем это.
Абсолютно, абсолютно, Анатолий Эдуардович, искренне вас поддерживаю и хочу еще раз поздравить с этим промежуточным результатом, не конечным, а промежуточным, и Да, поблагодарить за то, что сегодня, воскресный день, вы, как всегда, с удовольствием выделили время для того, чтобы пообщаться с более чем 1200 инвесторов в прямом эфире. Благодарю вас и хочу сейчас наших инвесторов еще раз поучаствовать в вопросе по географии, кто с какой страны. Сейчас наши коллеги запустят опрос в нашей комнате. И, коллеги, пожалуйста, давайте будем максимально активными. Нам это важно, чтобы у нас была информация, и мы для вас старались быть более эффективными и результативными в нашей работе. Максим, я хотел бы знать, чтобы они тоже поставили какие оценки, допустим, там, от 0 до 10, Да-да, Анатолий Эдуардович, относительно информации, которую не услышали. Да, она полезна для них или очередной просто сейчас информация? Сейчас могу сразу сказать, что вот судя по реакциям, здесь вот в Zoom есть возможность в прямом эфире ставить реакции, да, там лайк, сердечко и любые другие. Вот сейчас десятки, сотни уже сыпятся. Но мы сейчас запустим еще чат в нашей комнате. Коллеги, напишите, пожалуйста, вашу обратную связь, вашу реакцию. Можете по 10-бальной системе, можете написать пару слов на вашем языке. Дайте, пожалуйста, обратную связь, чтобы мы показали Анатолию Эдуардовичу, что мы солидарны со всеми решениями, которые принимаются в группе компаний. Ну что, Анатолий Эдуардович, я вот вижу, по 10-бальной системе люди ставят тысячи, миллионы. Да, ну правда. Да. Вот такие цифры я сейчас вижу по реакциям. И эта география очень большая, потому что у нас только перевод сейчас осуществляется на турецкий, румынский, итальянский, хинди, французский, чешский, Хорватия, Россия, русский язык, да, Германия, Испания, Вьетнам, Англия, английский язык. То есть это все вот география только прямого перевода, да, в прямом эфире. А еще у нас десятки, ну, наверное, около 50 стран, которые сегодня вас услышали. И ни одного минуса я не увидел здесь в чате. Ни минуса, ни какой-то негативной оценки от того, что сегодня услышали наши инвесторы. Я более того хочу сказать, что та информация, которая сегодня была озвучена вами, в таких результатах и в таких достижениях все заинтересованы. Заинтересованы мы как инвесторы. Иначе как, друзья, мы тогда можем рассчитывать на какие-то финансовые результаты, о которых многие спрашивают за эти годы, правда же? Поэтому если Анатолий Эдуардович не будет принимать таких рациональных решений, которые он принимает, и пути, к которому он идет. Вот как сегодня, Анатолий Эдуардович, вы сказали, что я уже как вы сказали, разучился бояться, да, то есть как бы вот нет этого страха, вы это преодолели, да, и вот именно, Да. наверное, это одно из ключевых таких навыков, которые вы для себя выработали, которые позволяют нам двигаться вперед. Поэтому могу сказать, взять на себя такую ответственность, да, от имени всех инвесторов, что данная информация, услышанная сегодня, она только лишь двигает нас вперед. Для нас это большая мотивация, и в рамках будущего мероприятия, которое будет в сентябре, Экофест, который мы очень сильно ждем. Я надеюсь, что приедут сотни, тысячи наших инвесторов и партнеров для того, чтобы услышать еще другие новости, которые наверняка будут к этому моменту. И уверен, что Анатолий Эдуардович нам преподнесет на Экофесте какие-то эксклюзивные новости с видением того, куда компания будет двигаться во второй половине этого года и в следующем 2027 году. Наверняка будет так. Я думаю, что Анатолий Эдуардович сейчас тоже пару слов об этом скажет. Да, безусловно, больше что сказать, и в том числе в рамках корпорации не только вот о коридоре, но и проектах внутри вот этого коридора, в том числе тех малых проектов, которые мы ищем десятилетиями в других странах. А здесь сразу корпорация объявит об этом проекте и сразу начнет работать над ним и сразу закажет выполнение работ за основной технологии. То есть не надо никого будет уговаривать. Так же, как, допустим,
хотя многим это как бы не понравилось, фермер Юницкий заказал завод автомобильных технологий, где Юницкий является генеральным конструктором, Юнилайт. Говорит, вот, вы сами себе заказали, потому что я не боюсь заказывать. Так и взял на себя расходы. А другой бы побоялся и не взял бы на себя расходы. И этого проекта бы не было. Значит, не было бы стандартов, которые мы только благодаря этому получили. И не было бы сосен, проекта сосны. Потому что без стандартов, без опыта эксплуатации лайта никто бы не согласился строить на территории, которая, собственно, в ведении администрации президента Беларуси находится. То есть надо эти вещи понимать, а не чего там бояться и не видеть сути, а видеть только что-то внешние какие-то проявления, да? И еще чем хороши вот такие, когда сами себе заказываем. Мы не идеальны, и технология не идеальна, она развивается. Ну, как, допустим, транспорт развивался там 100 лет назад, что первые автомобили Форда были совершенны. Так куча железа, которое грохотало, шумело, там, выхлопы черного дыма, и многие говорили, да не надо, это никому не нужно, да? Но Форд знал, что это можно все усовершенствовать. И поэтому он выпускал автомобили, и они совершенствовали, совершенствовали, совершенствовали. То же самое было с авиацией. Разве самолет братьев Райт был совершенен? Это же этажерка летающая. Но он показал, что самолет может летать. И Боинг потом, несмотря ни на что, совершенствовал это. И занял, ну, лидирующую позицию на рынке, потому что сами себе заказывали. Понимаете? Это очень важно. И поэтому первый проект, который мы будем заказывать, да, они будут несовершенными. Но в ходе работы мы их усовершенствуем, мы разовьем, и опять опередим всех и навсегда, весь мир. Однозначно, так и будет. И я думаю, что вот на такой ноте, на такой декларации, что мы опередим весь мир в той сфере, в которой мы двигаемся, мы тогда, наверное, финализируем нашу сегодняшнюю встречу. Еще раз хочу поблагодарить, Анатолий Эдуардович, лично вас, поблагодарить всех инвесторов, которые сегодня присутствовали на нашем прямом эфире. И, пользуясь случаем, хочу сделать анонс нашей следующей встречи, которая состоится 25 июня. Это будет четверг, 18:00 по минскому времени. Я всех приглашаю, наших партнеров, инвесторов и клиентов платформы Micron Global, к этому эфиру присоединиться. Будут очень важные новости, связанные с нашим мероприятием, к которому мы готовимся, и многие моменты, связанные с работой нашей платформы. Поэтому, коллеги, обязательно присутствуйте сами и приглашайте своих партнеров к участию в нашей встрече в четверг, 25 июня в 18:00 по минскому времени. А с Анатолием Эдуардовичем мы увидимся, я думаю, в ближайшие несколько недель, потому что есть что еще спросить у Анатолия Эдуардовича, чего сегодня мы не успели сделать. Это может касаться и текущей ситуации и работы в группе компаний по другим направлениям, либо параллельным направлениям. Однозначно нам будет еще о чем поговорить с Анатолием Эдуардовичем и внимательно его послушать. Всем спасибо. Анатолий Эдуардович, Да. вам прекрасного выходного дня Тоже и хорошей недели впереди. спасибо. Всем спасибо за участие. Всего доброго. До свидания. До свидания. Коллеги, всех поздравляю с такой новостью. Мы двигаемся вперед. Мы действительно с вами творим историю, являемся ее не только наблюдателями, либо комментаторами, да, мы являемся теми, кто в том или ином виде проявляет себя как сотворец этой истории, потому что мы, каждый микрон усилий проявляя, создаем великое. Да, это вот наш лозунг нашей платформы «От малого к великому», друзья. Поэтому вот вся эта история, она вершится на наших глазах. Мы с вами ее соучастники этой истории, поэтому еще раз примите мои поздравления. Коллеги, всем прекрасного воскресного вечера, хорошей недели всем, кто активно использует свое время для продвижения технологии в массы, кто работает в краудинвестинге. У нас начинается или продолжается жаркое лето 2026 года. Уверен, что мы с вами за этот период еще
достигнем более других весомых результатов и побьем рекорды по многим направлениям. Но об этом поговорим в четверг. До встречи и всем пока-пока.